Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм для того, чтобы смотреть видео мастер-классы. Сегодня у меня такая необычная работа. Кофточка вот с таким широким объемным рукавчиком. Рукав не слишком длинный. Я показываю, как он вяжется в круговую этот узор. И вполне получается интересная моделька. Мы с вами первую часть связали. Сегодня у нас рукава и обвязка. Предлагаю досмотреть видео мастер-класс до конца и связать. Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Мы продолжаем с вами вязание. У нас уже есть кокетка. Теперь наша задача продолжить. Поворачиваем на спинку. И там, где у нас заканчиваются вот эти красивые узоры, привязываем ниточку в первый столбик и вяжем. Что мы будем вязать? 4 рядочка мы вяжем ровными, просто столбиками. Узора у нас здесь нет. Вся красота, все узоры у нас только будут на рукавах. А мы вяжем просто, скучно, столбиками ради рукавчиков. Да? 2 воздушные петли и вяжем столбик-столбик. Так скучно. Вяжем полностью всю спинку туда и обратно. 4 ряда. А уже потом все присоединим и начнем вязать в круговую нашу красоту. Я провязала ровными рядами 4 рядочка столбиков. Это у нас спинка. Теперь мы находим вторую половинку, вот она, и столбик в столбик просто-напросто вяжем, да? Вот, но вяжем и соединяем второй рукавчик. Но если у вас, смотрите, вам нужен объем для тела, он для вас маловатый, тогда мы набираем воздушные петли, сколько вам необходимо, сколько вам для вашего объема. И после того, как вы набрали воздушные петли, только тогда присоединяемся, вот, допустим, набрали, присоединяемся ко второй стороне. А там, где воздушные петельки, просто-напросто в следующем ряду вяжем столбики с одним накидом. И получается, нарастили объем. Вот. Что касается подрезов. Если вам подрезы не нужны, просто соединяем и вяжем. Соединяем и вяжем. По кругу. По кругу. Сколько рядов вязать? Зависит от ваших предпочтений. Какую длину вы любите носить. Сейчас модно короткая длина. Чуть ниже талии. Но дело вкуса, да? Кто как носит. Вот и все. Соединили. Если нужно сделать подрез, значит сначала воздушные петельки вяжем. Если не нужно, просто вяжем по кругу до необходимой длины. Нам полотно 20 сантиметров, так как сейчас модно короткие вещи носить. Поэтому и последний рядок я вязала арочками. 5 воздушных петель, пропускала 3 столбика. То есть мы будем вязать обвязку. Вот у меня последний тут 2 столбика получилось. Ничего страшного. Самое главное, у нас должно быть четное количество колечек. В одном колечке мы с вами будем вязать 10 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4. То есть обвязка такая же, как на рукавах у нас с вами. Узор тот же самый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Присоединяемся к следующему колечку. 1, 2, 3, 4, 5. То есть
вяжем наш узор, который мы уже с вами вязали на рукаве. Никаких новых тут не будет принципов вязания. 10 и 5 воздушных петель. Все. Наша задача все обвязать и связать узор. Набрать несложно. Предлагаю повязать. Горловина связана. Обвязку мы сделаем и продолжим рукава еще вязать. Вот такая у меня получилась обвязка. Провязала я всего лишь 3 рядочка. Думаю, что вполне достаточно. Тут, знаете, можно вообще даже платье связать. Связать основу, допустим, столбиками или лиф, чтобы не было дырочек. А, пожалуйста, готовая юбочка. Воланчики. И на взрослый размер, и на детский размер. Идея такая достаточно шикарная. Всегда хорошо смотрятся столбики и пико. Идем дальше. Нам нужно обвязать рукав. Я вот один рукав уже обвязала. Вот. То есть у нас было буквально где-то рядочка 4. Я вот еще несколько рядочков связала. Опять же, рукав широкий, модный, объемный. Идем на вязание второго рукава. Лучше всего начинать вязание вот с того места, где вот у нас, видите, росток. Что с ними делать, неизвестно, да? Вот в этом месте я предлагаю провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? Привязываем ниточку. В этом месте, это у нас пройма, в принципе ничего не видно, поэтому можно все сделать аккуратно. У нас с вами по узору обычно вот у нас мы 2 оставляем узорчика. Вот подвязываем ниточку. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Мы сейчас через какое-то вот такое расстояние 4 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Наша задача провязать 4 арочки равномерно. 1, 2, 3, 4, 5. Где-то, допустим, вот здесь. И 1, 2, 3, 4, 5. То есть наша задача вот 2 пико пропустить и столбик без накида. Вот, пожалуйста, мы сделали 4 арочки. Это у нас будет еще дополнительный веерок. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем вязание. По центру нам надо сделать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь, чтобы 2 пико осталось где-то в этом месте. 1, 2, 3, 4, 5. Вязать-то мы все умеем. Повторять мы тоже умеем. То есть наша задача провязать веерочек между. Вот он у нас будет в шахматном порядке. И соединить в круг. Мы подходим к тому месту, где мы уже начинали вязать. И за него точно крепимся. Идем дальше. Теперь наша задача вспомнить, как мы с вами вязали. Вот у нас веерочек крепится сюда и в это место. Значит, здесь мы с вами должны провязать здесь в этом месте и в этом месте у нас веерочки, да? То есть мы за арочку вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, если мы здесь пять, 6, 7, 8,
8, 9, 10. Провязали. Раз, два, три, 4, 5. Провязали. И вяжем веерок. Да? То есть наша задача, мы чередуем 10 столбиков, воздушная арочка, 10 столбиков, воздушная арочка. И мы попадаем ровно между узорами. То есть все набрали правильно, вяжем 10 столбиков. Как вязать пико мы знаем, как вязать веерочки мы тоже знаем. Довязываем, присоединяемся ровно по центру. И вяжем следующий веерок. GoPro, стоп видео. И еще раз подходим к завершению ряда. И соединяем точно так же. За арочку мы соединяем один узор и подхватываем самое начало, которое мы начинали вязать. И объединяем все вместе, чтобы получилось точно так же, как и другое соединение. И опять начинаем вязать заново. Раз, два, три. Одно пико, второе. Под второе пико подхватываем ниточку и вяжем уже 5. Раз, два, три, 4, 5. И дальше вяжем, как мы и вязали. Когда мы дойдем вязание по кругу, дойдет у нас, вот у нас 2 пико, соединяем здесь и соединяем с самым началом. Вот. А вот эти вспомогательные 2 воздушные петельки мы не замечаем, у нас их как бы нет. И все так же вяжем дальше. Я провязала 10 рядов вот такого красивого рукавчика. Наш узор симпатичный, можно больше, тут уже на любителя. Внизу провязано 3 узора, тоже смотрите, как больше нравится. Обязательно прогладить через мокрую марлю, чтобы весь узор, я гладила полностью все узоры, чтобы кофточка лежала хорошо. И вот в таком варианте у нас она готовая, интересная, очень модные широкие рукава. Предлагаю посмотреть и связать же обязательно. Обязательно пишите в комментариях, будете вязать или нет. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. И до новых встреч!